Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. Сегодня на Золотом универсальном Таро будем делать такой расклад. Чем он занят вдали от вас? Давайте посмотрим, чем занят ваш мужчина, когда вас нет рядом. Что думает о вас, посмотрим. Чем занимается, кто с ним рядом и так далее. Итак, первый наш вопрос. О чем он думает? Его главные мысли сегодня. О чем он думает? Его главные мысли. Семерка кубков, двойка жезлов. Ух ты, и пятерка мечей. Вот тут нам говорят, что сегодня мужчина за что-то тревожится. Можно сказать, он не просто опасается, он боится. Он считает, что вот некие его мечты, семерка кубков, невозможно воплотить в жизнь. Он, в общем-то, даже и не шагает, не делает шагов для того, чтобы их каким-то образом в жизнь воплотить. А почему? Потому что думает, что пятерка мечей. Все, о чем он мечтает, приведет его к поражению, к проигрышу, к позору, к ненужной победе и к потерям в том числе. Мужчине сегодня сложно идти вперед. Мужчина хочет чего-то большего, нежели имеет сейчас, но по какой-то причине вперед не идет, стоит на месте. Он может сомневаться в себе, в окружении, в своем будущем, в своих возможностях. Ему вообще может казаться, что вот куда бы он сейчас ни шагнул, в какую бы сторону, его везде ждет провал. Пятерка мечей. Он не получит то, что ему нужно. Вообще не сможет ничего добиться. Или его обязательно кто-то предаст. Кстати, мужчину действительно могли предать. Он в мыслях сегодня может прокручивать ситуацию некого практичного союза, на который он возлагал надежды. Эти надежды оказались всего лишь иллюзиями. И тот, с кем он договаривался, его предал. Или просто вот этот некий практичный союз, он может касаться любой сферы жизни. Рабочее сотрудничество, деловое сотрудничество, личные отношения в том числе. Так вот этот самый союз не дал должных результатов. Пятерка мечей также может говорить о том, что в жизни у мужчины сегодня потери есть. Потери могут касаться именно его жизненной стабильности. То, что еще вчера для него было постоянным, сегодня обернулось крахом, потерей, разорением, душевной болью. По этому поводу, кстати, он может выпивать сегодня семерка кубков, так, чтобы хоть как-то снять с себя тяжесть того, что вот с ним произошло. Так скажем, мужчине сегодня далеко не айс. Разум его затуманен. Вперед идти он боится, двойка жезлов стоит на месте, и пятерка мечей. На душе черно. Предательство, позор, поражение, ненужная победа, вынужденная, случайная или преднамеренная. Давайте посмотрим дальше. Его главная цель сегодня. Жизненная цель. Его главная цель. Тройка мечей. Пажик жезлов. Карта Луна. Но вот определенную цель нам, конечно, не показывают. Пажик жезлов, то, что действительно может являться целью, новыми жизненными шансами, закрывается Луной, страхами, препятствиями. Еще и тройка мечей добавляется. У мужчины разбито сердце. И больше переживаний по какому-либо поводу, чем построение планов. Как будто вот куда бы он опять же не пошел, пажик жезлов, везде препятствия, карта Луны. Внутренние страхи или внешние преграды. Практически повторяется первая тройка. Мужчина действительно чего-то боится, остерегается. И к тому же тройка мечей. Мужчина мог пережить жизненное предательство, потерял что-то, может быть, он работу потерял, с деньгами не лады, личная жизнь не клеится, может, тоска, карта Луны, может быть, он по вам тоскует сегодня, и сердце его не на месте.
Тут уже обе тройки карт могут говорить о том, что мужчина сегодня в депрессивном состоянии и света солнышко не видит. Тут целью может быть принять некую горькую правду, неприятные новости, отрицательные события и, возможно, даже смириться. Мужчина готов с некой неприятностью в его жизни. Луна может нам говорить, что мужчина сегодня дает себе фору, время, чтобы отойти от потерь. Может быть, он закрылся от всех, затаился на время, чтобы прошел определенный период в жизни, который доставляет больше неприятностей, чем положительных эмоций. Мужчина не готов начинать что-либо новое, пока его душевное состояние не пришло в норму. Поэтому на сегодняшний день на всех начинаниях мужчины стоит блок. Тут, скорее всего, мужчина сегодня не цели какие-либо жизненные себе ставит новые, а справляется с душевными, моральными, физическими ранами жизненными. На худой конец с комплексами со своими пытается бороться. Вот интересно, тревожится ли ваш мужчина загаданный в действительности сегодня по какому-либо поводу? Как в жизни вашего мужчины это проигрывается? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Поделитесь своими историями. Ну что, давайте теперь посмотрим, что он о вас сегодня думает. Что он думает о вас сегодня? Тройка кубков. На свидание, что ли, собрался? Пятерка жезлов. И тройка жезлов. Планы строит мужчина. Тут мужчина мысленно пытается вам что-то объяснить. Может быть, и оправдаться. Пытается настоять на чем-то и прям усердно вам что-то доказывает. Может быть, он пытается вас убедить мысленно сегодня в том, что он знает, как лучше. Мужчина считает, что вам что-то с ним нужно обсудить, и это что-то касается вашего будущего. Тройка жезлов. Также мужчина сегодня в мыслях о вас конкурирует с кем-либо, с вами, а может быть, соперники у него есть. И даже если не с вами обсудить, то мужчина в любом случае сегодня в будущее заглядывает, планы строит. Но эти планы, конечно, могут быть связаны со встречей, тройка кубков, и пятерка жезлов, с удовлетворением страстного интереса. В целом думает, а как там завтра у меня с ней будет? Все душевненько. Или отношения выяснять придется. Сойдемся ли мы с ней характерами? Схожи ли наши темпераменты? А как вы смотрите в будущее? Схожи ли ваши планы? Сможете ли вы их построить? Все-таки, скорее всего, сегодня мужчину беспокоит в мыслях о вас не то, что с вами будет вот через 10 лет, там, да, тройка жезлов, а уровень вашей эмоциональности. На одной ли вы волне или абсолютно разные люди? Можете ли вы радоваться одному и тому же, стремиться к одному и тому же? Его, в принципе, беспокоят ваши интересы, схожи ли они, и будут ли ваши встречи результативны. Но первое, что здесь можно прочитать, это мысли о встрече и о том, как эта встреча пройдет. Каким результатом приведет. Ну и если спрашивать, думает ли он о вас, то безусловно думает. Его вообще мысли о вас могут занимать и в какой-то степени отвлекают от его других переживаний. Ну что, давайте посмотрим, кто с ним рядом сейчас. Кто рядом с ним сейчас? Пятерка кубков и туз пентаклей. Пятерка кубков говорит о том, что рядом с ним люди, которых он знает. И знает уже давно. С этими людьми мужчину связывает туз пентаклей. Финансовые вопросы, материальные вопросы и поиски новых финансовых возможностей в том числе. Также сочетание этих двух карт может говорить о том, что мужчину сегодня окружают люди, с которыми когда-то связь была потеряна, но на данный момент она возобновлена. Случайная встреча, счастливое примирение или неожиданно возникшие общие интересы. Конечно, нам могут говорить о том, что, особенно вот по пятерке кубков, что мужчина где-то сейчас один, весь в тоске, в переживаниях о том, что не случилось, что не сбылось, или о том, что утеряно давно, закрылся, печалится, сокрушается
и мысленно ищет птицу счастья, туз пентаклей, где бы ухватить удачную возможность больше подзаработать, обрести новых друзей, новые связи, полезные связи, новую работу в том числе. С одной стороны, он сокрушается, с другой стороны, ему хотелось бы изменить свою жизнь в лучшую сторону, и он об этом думает. Как бы повернуть удачу в свою сторону? Ну что, давайте посмотрим, чем еще ваш мужчина занят, когда вас нет рядом. Чем еще он занят? Карта повешенной. Пятерка пентаклей. Нам опять показывают душевный кризис или финансовый кризис в жизни мужчины. Повешенный нам говорит, мужчина никуда не спешит, жертвует своими желаниями, пустил время на самотек, ждет озарения, удобного случая, более удачного дня. Может быть, ждет, когда он духом воспрянет. И пятерка пентаклей. Мужчина бредет куда-то, в поисках лучшей доли, может быть, да? В желании преодолеть, опять же, кризис. Можно сказать так, что время в жизни мужчины сегодня остановилось. Нет никаких резких событий жизненных, да и активности мужской нам не показывают. Идут моменты ожидания и попытки преодолеть житейские трудности. Найти работу, заработать больше денег, найти жизненное место потеплее, повыгоднее, поверить в себя, найти жизненные или обрести жизненные силы, зарядиться энергией. Может быть, мужчина приболел сегодня, он обессилен, и ему вообще уже не до того, чтобы чем-либо заниматься. Ему бы не заняться чем-то, а скоротать время. Повешенный вообще может говорить, что он в таком состоянии утопическом уже давненько. Что-то в жизни мужчины не клеится. При этом повешенный это говорит, что некая ответственность на мужчине все-таки есть. Мужчина также может кому-то помогать на сегодняшний день в ущерб себе. Как будто на мужчину возложены некие обязанности, но сам по себе он не против этих обязанностей. Он это несет как долг, как некую жизненную необходимость. Он понимает, что это временно, но неизбежно. Может быть, мужчина много работает просто, этим и занят. При этом работа муторная, монотонная и больших-то доходов не приносит. Или не приносит духовного удовлетворения. Но мужчина как будто вынужден это делать временно или ради того, чтобы в будущем, чуть погодя, некие благие цели или некие нужные двери перед ним открылись. Но вот уже несколько сочетаний карт говорят нам о том, что трудности у мужчины в жизни есть сегодня. И боль, и тоска, и потери, и все подряд. И единственное более-менее радостное сочетание, да, это на вас. То есть как-то отличается его общее состояние и мысли о вас. Мужчина как-то радуется, возбуждается в мыслях о вас, да? И свое будущее может видеть таким светлым. Все пройдет. Ну что, давайте теперь к вам вернемся. Чего вам от него ждать? Зададим такой вопрос. Чего вам ждать от него в ближайшем будущем? Карта Мир и Король мечей. Король мечей нам сразу подтверждает тройку карт, которые вышла на мысли о вас. Мужчина действительно затеял некий серьезный разговор с вами. Этот разговор может касаться карты Мир, перевода ваших отношений на новый уровень. Этот уровень сам мужчина для себя уже определил и об этом намерен вам заявить. Мужчина, так скажем, настоятельно будет рекомендовать прислушаться к его мнению. Мужчина также намерен обсудить с вами некое расстояние. Карта Мир. Может быть, вы в интернете общаетесь? И вот моменты вашего общения на расстоянии он хотел бы обсудить. Несмотря на свою настойчивость, мужчина здесь будет проявлять всю гибкость своего характера, все, на что он способен в этом плане. Рассчитывает он что-то тут, высчитывает, может демонстрировать вам свои лучшие черты характера,
что вот я весь такой совершенный, да? То есть каким-то образом будет пытаться скрывать свою категоричность, косность, непреклонность и так далее. То есть будет вам пытаться внушить, что он добрее, чем он есть на самом деле, ну, так скажем. Тут уже мужчина будет стремиться воплотить в жизни именно то, что доставляет конкретно ему удовольствие. Возможно, не прислушиваясь к вашему мнению. В том смысле, что вот мне хорошо, значит и тебе тоже должно быть хорошо. Несомненно. Какой-то мужчина, конечно, тут пригласит свою женщину на отдых, в дальние путешествия в том числе. Может быть, он за границу собрался? И поэтому здесь тройка жезлов, он куда-то далеко смотрит. При этом преподнести он может вам это очень категорично. Все, я сказал, мы едем, и точка. Без обсуждений. Это не должно обсуждаться. Вот если мужчина у вас сухарь, холодный, то он здесь как-то раздобриться решил. В том смысле, что, дорогая, ради тебя я на все способен. Тебе нужна моя нежность, я тебе ее на блюдечке преподнесу. А вот для тех, у кого мужчина как теленочек, мягкий, домашний, спокойный, то вот здесь нам говорят, что мужчина наберется сил и проявит в неком интересующем его вопросе свою категоричность, проявит свою непреклонность, но это уже может выглядеть как каприз. Но и сам король нам вышел. Король мечевой, конечно, да, но наряду с картой «Мир» он нам здесь заявляет, что мне эта женщина интересна, я буду проявлять к ней свое внимание. Да, этот мужчина может проявить себя не совсем так, как свойственно ему, но карта «Мир» говорит о том, что это будет в положительном ключе. Или, по крайней мере, вам это доставит удовольствие. Ну и карта «Мир» намекает на то, что поступок мужчины будет каким-то глобальным, мощным, большим, значимым и весомым. Для вас обоих, конечно же. Он как будто некий вопрос, стоящий сегодня между вами, возьмет под свой контроль. Будет следить за завершением некого вопроса лично. Он вам скажет: я сделаю все сам. Я сделаю все так, как надо. Или у меня лучше получится. Ну что, давайте возьмем одну карту, посмотрим, что это может быть. Потому что сама по себе карта «Мир» может говорить о чем угодно. Вплоть до полета на Луну. Десятка пентаклей. Какие-то финансовые вопросы, да, она хочет решать? Или бытовые проблемы? Десятка пентаклей. Этот вопрос может касаться вашей пары, вашего взаимодействия, опять же, перевода ваших отношений на новый уровень. Может касаться вопросов семьи, быта, дома, бизнеса, любых финансовых или материальных вопросов. И отношений с родственниками в том числе. Может быть, мужчина просто подарок вам готовит какой-то, такой весомый, да? Очень дорогой тоже может быть, в том числе. Вопросы жилья здесь мужчина собрался решать. Может быть, он съехаться вам предложит. Если вы уже вместе, скажет: давай-ка купим, дорогая, квартиру побольше, например. Если карта «Мир» нам говорит о переходе на новый уровень, то десятка пентаклей, конечно, напрямую нам заявляет: новый уровень какой? Семья, дети, родственники, финансовое благополучие и поиски стабильности в жизни. Если, конечно, вы не заинтересованы в семейных отношениях по какой-то причине, то десятка пентаклей может говорить о том, что мужчина вам подарит подарок. Скажет вам о том, что вы его родная женщина, еще и карта «Мир», да, что вы просто идеальны для него. Наделает кучу комплиментов. Будет вам каким-то образом пытаться объяснить, что вы для него родная, надежная, ценная женщина. Ведь десятка пентаклей нам говорит, что вот он из короля мечей, из холодного, отстраненного, хочет все-таки каким-то образом перевоплотиться в теплого, надежного, спокойного, раздобревшего и более приземленного мужчина с обычными земными запросами, с обычными земными ценностями, житейскими, буднями, праздниками, радостями и так далее. Ну что, давайте посмотрим, что бы он вам хотел сказать прямо сейчас.
Что мужчина хочет вам сказать? Карта сила. И на дне колоды колесница. Вот колесница на дне колоды сейчас подтверждает то, что для мужчины самое важное сегодня — решить его жизненные проблемы, справиться с задачами, которые он сам себе ставит или ставит жизнь. И если вот сегодня полурасклада он у нас как-то в утопии был, то колесница говорит о том, что мужчина все-таки держится на плаву или он скоро очнется. В жизни мужчины будет какой-то рывок стремительный, но не импульсивный, а обдуманный им, который позволит ему выйти из сегодняшних трудностей, если, конечно, они у него есть. Колесница также говорит о том, что мужчина в дорогу куда-то собирается. Может быть, он к вам едет. Может быть, в дороге сейчас. Ждет дорога впереди. Ну, у кого-то, конечно, мужчина тут по колеснице своим автомобилем, своим транспортным средством занят. И вот эта вот вся катавасия в раскладе может быть связана, допустим, с преувеличенными финансовыми затратами, которые связаны с его автомобилем. Новая покупка, смена автомобиля, продажа, может быть, да? Ремонт, замена запчастей и так далее, что угодно. Колесница может подтверждать карту «Мир». Мужчина действительно может собираться в путешествие сегодня. И вместе с вами в том числе. Если вот опять же сегодня мужчина сам в себя не верит или его мысли как-то затуманены, то колесница может указать на то, что подсознательно что-то там мужчине-то подсказывает, что он совсем справится, что лучшее впереди. Выход из сложной ситуации есть, он найдется. То есть мужчина сам себя подбадривает и полностью руки не опускает. Также колесница может говорить о том, что он концентрируется весь сегодня на определенных жизненных целях, на тех целях, которые откроют ему дорогу в светлое будущее, в то, которое он сам для себя желает. Итак, карта силы. Что мужчина хочет вам сказать? Вот тут мужчина хочет вам сказать, что он вас не просто любит, он вас страстно желает. Его переполняют эмоции, чувства, страсть. Есть огромный порыв вывалить вам все свои чувства, эмоции, показать их, так, чтобы вы знали, как конкретно он к вам настроен, да? Подчиниться вам или подчинить вас себе, но подчинить нежно. Так, чтобы вы, как два пазлика, сошлись или слились в одно целое, в большое, огромное буйство положительных эмоций. Вот для тех, кто мужчина не признавался еще в любви, вот здесь, кстати, мужчина холодный, да, но карта «Мир» хочет нового этапа в отношениях. Вот сила нам может говорить о том, что мужчина намеревается признаться вам в своих чувствах. Наконец-то, может быть, он долго не решался на это, откладывал. Вот тут нам говорят, что мужчина просто рвется в бой. Может быть, он хочет вам сказать сейчас, что он устал молчать о чувствах своих. Близости, в общем, тут с вами мужчина хочет рьяно, да, безудержно просто обнять свою женщину. Вот точно так же, да, как лев и вот эта девушка. Два нуждающихся друг в друге и в тепле друг друга живых существа. Мужчина может вам сейчас желает сказать, что вы очень красивый, привлекательный. Он хотел быть бы рядом с вами бесконечно. Вот точно так же, как вот здесь у девушки, да? Наверху, видите, 8. Знак бесконечности. Вот вам мужчина так и говорит. Я хочу с тобой быть рядом бесконечно. Ну что, давайте будем заканчивать расклад. И сегодня мы для обережка оставим 10 пентаклей. Это то, что он задумал. Его планы, желания и действия, да? Остальные карты уберем. Итак, 10 пентаклей защищает сегодняшний наш расклад и несет за собой семейные узы, родственные отношения, родовые корни, жизненное благополучие, богатая семейная жизнь. Крепкий жизненный фундамент,
жизненная обеспеченность в целом. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на другие каналы Юпитер Magic Tarot. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи, всем пока, до скорых встреч!